Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Близнецы. Таро прогноз. Январь 2026. События на пороге. Знаки судьбы. Давайте узнаем, чего вы не видите, или то, что от вас может быть скрыто, чего вы не предполагаете. Допустим, что мы не все знаем, не все можем предположить, лицезреть или объективно рассмотреть, но те процессы, которые, возможно, от нас даже не зависят, а зависят от других людей. Может быть, это внешняя какая-то обстановка и решение сильных мира сего. У кого-то даже может быть и так. То есть обстановка в мире. Но продолжит все равно не развиваться. И январь– это у нас планетарно последний месяц, когда Уран находится в ретро-движении, в обратном движении, буквально до 4 февраля. И Уран, и отчасти Сатурн– это две планеты, которые нам будут помогать наводить порядок. И это, скорее всего, какая-то прежняя история. Она должна как-то правильно закончиться. Мы должны сами, может быть, в волнующих историях расставить логические точки или словно жизнь нашу вот разложить где-то по полочкам, чтобы она пошла с правильной ноги. И если мы говорим, чего вы не видите, совсем не обязательно, что тут хитрый какой-то коварный план присутствует. Это мы и сами можем чего-то не замечать в силу разных причин. У нас сегодня две колоды, давайте узнаем. И первая у нас цыганский оракул Сибила. Вот мы три карты достанем, как три знака судьбы. И первая, так и назовем ее, чего вы не видите. Вторая карта – события на пороге. И третья – события с первых дней января. С чем это будет связано? Дополним, на второй колоде это у нас 78 дверей. Принципиальное значение имеют двери, открыты или закрыты. Что придет в вашу жизнь или что идет буквально, что спешит, мои дорогие близнецы? А что уйдет? Что будет продолжаться? Чем не соблазняться? А на что соглашаться? И чего опасаться? С чем нужно быть осторожным, внимательным, аккуратным? Итак, чего же вы не видите? Дружба, верность, мои дорогие. Вот правда есть человек, который вам верен, с которым вы можете продолжать как и деловое какое-то сотрудничество, так и в личной жизни. Но вы почему-то не верите. Вот интересно, а что это такое? Давайте дополним. А это о чем? Я должна сказать, что эта колода создавалась, у нас тут пожар, она создавалась достаточно давно, и ничего не менялось, поэтому мы переложим, тут есть иной раз такая трактовка и прорисовка, которая не совсем к нашему времени подходит. То есть это какой-то неожиданный момент, как какая-то трансформация, мои дорогие, может быть и так. Потому что вот тут нам буквально показана, ну, где-то история, как мы, карта Таро башня, да? То есть какое-то, как известие, или когда это в вашей жизни какой-то происходит, ну, такой, вот знаете, как щелчок такой своеобразный. Может быть, это будет зависеть от ваших решений. Вы можете обратиться к какому-то человеку, или вы поймете, может быть, вот именно какой-то пункт, как инсайт, что до этого вы не понимали или, может быть, предполагали, что, ну, вот много у меня друзей. А тут будет такой случай, когда вы поймете, что это вы, может быть, думали на одного человека, это он не друг, а второго словно не замечали. А здесь вы поймете, что тут нет, тут как будто происходит такая метаморфоза. В ком был уверен, нет, уверенным в этом быть нельзя. Или для кого-то из вас какой-то друг вам приходит на помощь. Может быть и так. Есть человек, который вам окажет в сложной ситуации содействие. Письмо буквально. Получите какое-то известие. Правда, тут вы не одни. Тут вы вместе с кем-то. Какую-то тему, купец. Это какие-то товарно-денежные отношения. Ну, может быть, по части. У каждого свое. Купля-продажа дома, например, да? Может быть и так. Или какая-то иная ситуация, когда это будет взаимосвязь и с человеком, но может быть еще и финансовая история или увязана с деньгами. Давайте еще одну карту.
И с любовью, как будто так, мои дорогие, юная женщина. Имеется в виду человек неопытный. Конечно, по этой карте может проходить, могут, по крайней мере, проходить, может быть, ваши дети, родственники. Нам ведь не говорят, нам просто говорят «юная». И не обязательно женщина, хотя у кого-то как женщина проиграется. И она может быть кем угодно. На юная имеется в виду недостаток именно жизненного опыта. Может быть и так. Или вы тут сами по части какой-то персоны, как я уже говорила, передумаете. Здесь вот именно на помощь, взаимовыручку может прийти тот человек, от которого вы помощи, может быть, не ждали. Может быть, вы и сами так вот проанализируете и будете свое окружение пересматривать в силу разных причин. Тут у каждого как-то по-своему. И вы захотите изменить, как и ближайший круг своего общения. Может быть, и в целом как-то построить, и время настроить правильные социальные связи. Но побудительный мотив, опять же, тут может быть именно верность и какая-то финансовая история. Но еще и любая другая конфигурация. Может быть, это вы услышите, кстати, о ком-то. Может быть, это будет даже история о вашем хорошем знакомом, которому вы будете помогать. Может быть и так, потому что вы имеете опыт, а человек этого опыта не имеет. Ну или знакомый. Ну вот как-то так. То есть вот какая-то надежная дружба, мои дорогие, верность. Здесь буквально решение какого-то вопроса. События на пороге. Легкомыслие. Ну, может быть, у кого-то из вас это такое подведение итогов, когда вы поймете, ах, как-то вот я легкомысленно была или был легкомысленен. А с чем это связано? Какой-то важный разговор вам предстоит совершить. Может быть, это вы будете инициировать важный разговор, потому что захотите что-то переиграть. Ну, ретро-уран. Тут ведь, как и документы, мы переписываем. Договоры, неважно какие, трудовые или брачные, перезаключаем. Если какие-то соглашения, пересматриваем. Может быть, и отчеты тоже уже составили, отправили потом. Не пошло, надо переделать, да, пересчитать что-то. То есть вот все то, что по ретро с приставкой переделать, ну вот самое время. Ну, тут какой-то важный разговор. Вы будете, правда, с чем-то определяться. Может быть, даже, да, важный разговор. Называется «ищущее удовольствие». Может быть, это вы сочтете какого-то человека слишком легкомысленным, а потому что он ищет удовольствие. Невозможно доверять. Правда, тут в отношении людей у вас какая-то метаморфоза может состояться. А может быть, кто-то из вас посетует на себя самого, почему нет? Начнет анализировать, где, с кем вы тут договаривались, как вы тут с кем провзаимодействовали, и захотите тоже вот с приставкой переиграть, что-то переделать, пересмотреть, то, что касается людей. Потому что, вот как я в самом начале сказала, надеялись на одного, допустим, а помощь приходит с другой стороны. Или были уверены, что, ну, такой здравомыслящий человек, а тут выясняется, что да нет, лучше с ним водиться, что в крапиву садиться. Да, вот такая поговорка. А к чему это идет? Встреча. Вы можете какую-то волнующую встречу даже. Правда, вы тут будете что-то решать. И это на уровне дружбы, может быть, личных отношений, взаимоотношений. И именно вот где-то и деньги. Вот тут все равно деньги, купец, не без этого. Что-то вы покупаете или продаете, или приобретаете. Ну, может, кто-то билеты приобретает. Почему нет, да? То есть именно спеша навстречу какую-то, вполне вероятно. Потому что как-то и будет это увязано с новостями или с получениями важных бумаг. Ну, вот так вот интересно. Буду благодарна вашим комментариям. Давайте откроем следующее событие с первых дней. Правда, вы тут в ком-то можете так и разочароваться. Лживость. Это про что? Ну, какая-то игра, понимаете, из-за которой вы получаете болезненное состояние. Может быть, я допускаю, мы все разные. Мы ведь тоже подводим итоги, особенно когда ретро-ран. Иногда мы себя корим. Надо было раньше, да, с чем-то определиться. А тут теперь уже вроде как возможность упустил или упустила. Или, может быть, нам давала как жизнь какой-то шанс.
неважно в какой сфере жизни. А мы тоже где-то так думали, ну, сейчас есть шанс, ну и завтра будет. Мы где-то играли еще, да, мы не думали, что это все будет серьезно. А потом мы понимаем, что да нет, тут все серьезно. И в итоге мы получаем болезненное состояние, когда мы очень сожалеем. А может быть, это и с нами кто-то играл, да? Ну, вот тут вот есть такая аналогия. И к чему это все идет? И будет какая-то радость. Вот именно сфера чувств, отношений, причем разных, личная жизнь, родственники, у кого-то работа, или какие-то очень важные решения, мои дорогие. Это как какая-то аналитика, которой вы займетесь в январе. Понятно, что она не требует, словно мы сели и давай будем рассуждать сам с собой, да? Нет, это все по ходу пьесы. Но вы будете все время что-то анализировать. Может быть, к этому так складываются обстоятельства. Или вы получаете кто-то документы, или получаете какое-то известие от человека. Но что-то вам тут захочется как и с кем-то встретиться, может быть, и документы какие-то оформить, что-то переиграть. Или, может быть, так складываются обстоятельства, что именно вам сейчас нужны надежные люди. И вам самим уже не хочется такого, знаете, промежуточного, двойственного, мутного, непонятного. Может быть, а может не быть, а может сегодня так, а завтра как-то эдак. Нет, тут хочется ясности, надежности, понимания. Что идет, что придет в вашу жизнь или спешит? Но это не спешит. Это у нас всегда пожалуйста, правда? Четверка кубков. Правда, мы могли подзастрять в таком состоянии, когда у кого-то одиночество, у другого или у кого-то из вас ничего не меняется. Какое-то, может быть, и ожидание, которое тоже ни к чему. Тут нам вообще вот вредные привычки показаны какие-то, которые... И, кстати, доброе время из них вот как раз в январе, ну, да, конфигурация планет, когда мы можем, ну, как-то полегче с ними проститься. Ну, у кого-то банально переедание, курение там, ну или все что угодно. А у кого-то работать до упаду. Тоже не очень полезно. Но все должно быть гармонично. Что это значит? Что идет в вашу жизнь? Ну, вот то, что я сказала. Какая-то зависшая ситуация, когда ничего не меняется. Есть такая поговорка: если ты не вожак, то пейзаж не меняется. Вот вам, мои дорогие, ведь по сути дела вы управляете ситуацией. Поэтому, видимо, нужно быть вожаком и на что-то решиться. И, кстати, и пусть это именно в этом положении, как что новое идет в вашу жизнь, на ваш порог, выпала карта. Но все же в этой карте, именно в этой колоде, есть такое предупреждение. Карта повешенного. Как будто она говорит, что тебе пора выныривать. Потому что те люди, на которых ты рассчитывал, они всего лишь зрители в твоей жизни. Им интересно, им любопытно, чем дело кончится. Или выдержишь ты вот какую-то паузу, или нет. Хватит у тебя воздуха, или нет. А вот этот персонаж, который, я надеюсь, видно, ближе всего нам показан, он вообще такой какое-то жестко непримиримое, неприятное лицо даже художник прорисовал. Почему? Нет никому дела. Вот нам, может быть, для этого и нужны надежные люди. А мы как будто сами, ведь это сам себя человек, поместил вот в какую-то неопределенность, словно в куб, ограничил себя чем-то и показывает фокусы. А эти фокусы — это просто со стороны кому-то любопытно. Как пойдет твоя жизнь? Как у тебя все сложится? И если мы спросили, что идет в вашу жизнь? Ведь ничего не придет нового, пока мы сами не закончим какое-то ожидание, не станем вожаками. Ну хорошо, а если станем, тогда что придет? Неожиданно, правда, мои дорогие, что придет? Тут явно есть какое-то ожидание, но, может быть, оно и вынуждено. Да елки-палки, что ж такое? Все три карты ожидания. И главное, тут мы сами себя поместили, тут дверь открыта, тут клетка открыта, и как будто две птички сидят, говорят: «Эй, ты там, на веточке, давай поменяемся местами». Это карта искаженного восприятия. Понимаете, тут правда, вам нужно что-то пересмотреть, передумать. Так, а что же пытается войти в вашу жизнь? Ого, ну да, вам вот так, кардинально, либо магом, либо вот так, как по этой карте. Пейзаж не меняется. Все то, что я сказала. Я должна вам дополнить, в некоторых колодах Таро карта мага, в одном углу изображение близнецы, знак, а в другом Меркурий, ваша планета-управитель. Почему считается карта мага — это карта близнецов?
Вам нужно на что-то решиться. Вы как будто и так трижды где-то подзастряли. Ну и вот проанализируйте все то, что нам сказали карты. Я уже не буду повторяться. А что уйдет? Ну вот смотрите, тут может уйти конкретный человек, которого вы хорошо знали, раз и навсегда приняв решение. Вот если мы опять же, возвращаясь к этому оракулу, вот как-то интересно у вас расклад получается. Но я допускаю, что человек может уйти. Может быть, какая-то пауза затянулась. Опять же, вот если мы все вместе складываем, то мы получаем вот такой результат. Вы сидите, может быть, думаете или продолжается общение, вы никак не можете с чем-то выбор сделать, а тут выбор сделает кто-то другой. Что еще уйдет? Может быть, это вы завершите, ну, какую-то ностальгию, ведь это карта ностальгии, уйдет эта ностальгия. Вам, правда, нужно, может быть, и на что-то решиться. Вот без ваших действий, без ваших активностей и таких серьезных решений ничего не меняется. А что будет продолжаться? Да елки-палки, что такое? Ну, мои дорогие близнецы. Я так вот вижу, карта мага, она ведь не случайно выпала. И столько карт вы как будто собрали там, где вот именно все что-то, ну, стопорится. И по тройке мечей, любая тройка, я часто говорю, что это карта будущего. Но карта, кто-то спросит, это что у меня в будущем? Отчасти может, да. Но просто этот момент у вас решается будущее. Но карта демонстрирует, что есть сейчас. Ничего, опять же, не меняется. Все карты, по сути дела, они, ну, где-то одна на другую похожи. Какая-то темнота. И закрытых дверей ведь нет. Тут ничего не составляет труда встать и выйти. Тут какая-то у вас, мои дорогие, грустная история, которую можете решить только вы сами. Вы можете изменить отношение к чему-либо или к кому-либо. Может быть, это какая-то, знаете, как внутренняя обида, которая вам не дает возможности идти дальше. И если это связано, надо делать выводы. Вам точно нужно с чем-то определяться, потому что не может продолжаться в таком ключе, иначе, ну, так совсем как-то неинтересно. Так что же будет продолжаться? Вам как будто нужно избавиться, оставить какие-то грустные истории свои, оставить как опыт, как именно опыт, который вам будет помогать не найти еще раз такие же или подобные грабли. Но нужно идти вперед. Вам будущее как будто говорит, ты рискуешь, ты и так там давненько как будто находишься, но уже пора на выход. Паш мечей. Что будет продолжаться? Тогда вы можете, допустим, за кем-то наблюдать, за вами могут наблюдать. По пажу мечей, что будет продолжаться. Есть такой момент. Иногда паж– это вестник, это получение какой-то информации. И когда мы меняем направление, вот именно по пажу мечей. Потому что мы понимаем, то, как мы действовали прежде, это в первую очередь методов касается. Мы так действовать не хотим. Почему? Потому что результата вот какого-то не хотим. Нужно что-то видоизменить, иначе ничего не поменяется. Еще одна карта. Так что же там тогда будет продолжаться? Карта ожидания, мои дорогие. Ожидание не должно продолжаться. Так, а давайте карту совет. Как нужно продолжить для близнецов, чтобы было правильно? А вам нужно куда-то поехать или на что-то решиться. Да, вам может быть даже несколько некомфортно, а возможно и страшно куда-то отправляться, а тут как будто необходимо. Почему я сказала неуютно, некомфортно или страшно? Потому что прежде чем мы, вот я надеюсь, это видно, вот такое затемнение– это как вход в грот, он открыт, нам ничто не мешает, но своего рода такой билет входной нужно пройти через ледяной душ водопада. Вот вам как будто так. И рыцарь кубков– это другое настроение, это вдохновение. Это, понимаете, какая-то полная перезагрузка именно в области чувств. А именно вам этого как будто сейчас либо не хватает, либо, ну, где-то заминка именно из-за этого. Какой еще совет нам дадут карты? Королева Пентаклей. Вам как-то, понимаете, вы очень много думаете, анализируете, может быть, да, какую-то ситуацию, а тут нужно к действиям переходить. Может быть, даже начав какое-то дело, ведь королева Пентаклей– это великий практик тоже. Вы великий практик, но, может быть, это больше такой человек приземленный, это, понятно, не маг, но, может быть, вам вот нужно как будто решиться какие-то или диалоги провести для того, чтобы
ну, не закапывать какую-то проблему поглубже, а именно вынести ее на поверхность, обсудить через диалог. И тогда у вас что-то прояснится. Тогда вы будете видеть, нужно, не нужно. Будете вы это продолжать или нет. Или вообще отряхнетесь и пойдете дальше. Может быть и так. А вполне вероятно, мы карту совет, может быть, у кого-то есть и конкретный человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, или имеет там асцендент. У кого-то это вопросы семьи, потому что по этой карте проходит любящая жена, заботливая мать, очень хорошая хозяйка, ну и в целом человек, который умеет зарабатывать, который умеет, ну, как из вдохновения своего, да, создать и благополучие, и порядок, обустроить жизнь. Вам нужно где-то примерить на себя тоже вот энергетику королевы Пентаклей, а с учетом Урана в Тельце точно, мои дорогие, как-то нужно, чтобы жизнь пошла с правильной ноги. Ладно, следующее. Чем не соблазняться? Ну, мы весь расклад только об этом говорим. Сидим и ждем, да, как девушка. Когда-то пришла к этой двери, присела и думает, ну, откроют же в конце концов. Однако нет. Дверь не открылась, девушка состарилась, а дверь успела зарасти плющом. На что соглашаться? На что соглашаться? Вот интересно, да? Смотрите, по пятерке жезлов это информационного хаоса. Нам как будто не нужно в какую-то дверь идти. У вас может быть и выбор, потому что мы-то можем проломить словно какую-то стену, а то, что перед нами там откроется, совсем не обязательно нас порадует. Может быть, это где-то внутренний страх. Вот, кстати, да, вот все то, что или знаете, как на что соглашаться? Тут ведь нам тоже сказали, что или вы делаете выбор, может быть, и люди делают какой-то выбор однозначный. Может быть, не потерять времени даром, кстати. Может быть, по этой карте вот к неожиданностям быть готовым. Может быть готовым как к неожиданной информации, и с этим как будто нужно соглашаться. И быть готовым, если, ну, надеяться придется на самого себя. А с чем это связано? На что соглашаться? Аркан сила. Ну, правда, вам какую-то тему или больной вопрос нужно увидеть совершенно с другой позиции. Может быть, соглашаться по аркану сила. Действительно, есть такой человек, вы не смогли договориться, например, иногда такое бывает. Или вы не смогли как-то правильно понять друг друга, провзаимодействовать. У кого-то из вас это сложный какой-то диалог, который закончился ничем. А тут именно дипломатия, мои дорогие. Да и у вас карта мага. Смотрите, у нас, по сути дела, пара. У кого-то любовная история, когда люди, ну, оба человека достаточно сильные. У каждого свои принципы. И если каждый будет давить принципом своим, да, или своим авторитетом, ничего не получится. Он не продавит другого. Это в никуда дорога. Но и в то же время, ну, какой от этого толк? И тем не менее это можно соединить, поскольку пара в какой-то прекрасный союз. Поэтому так, ну, у кого-то, может быть, проигрывается и в личной жизни. И здесь ведь так. Что тут толка сидеть и думать, да? Вот ностальгия ведь у вас тоже карта выпала. И, может быть, вот этот диалог лучше проговорить именно, разобраться с каким-то вопросом, нежели сидеть и ожидать, например, что человек противоположный сделает первый шаг. Самое главное, что вам нужно знать. Есть ли взаимный энергообмен или нет? Потому что это, наверное, основа основ. Судя по картам, он тут есть. Поэтому, если даже, к примеру, ретро-уран может давать желание вернуть людей, или человек может возвращаться, но тут, понимаете, если уже у кого-то какая-то пауза затянулась, к примеру, да, и совпадает, что да, хочется вернуть человека. Может быть, совершите вот этот диалог, и вы будете знать, вот откликается вам человек или нет. Следует это продолжать или ставить точку, чтобы потом не было какого-то сожаления, что вы упустили время. Может быть, это касается и деловых вопросов также. Чего опасаться, с чем быть осторожным? Не тратьте время попусту. Не тратьте время на пустых людей. Не тратьте, вот, может быть, на людей, которые ищут удовольствие, да? Потому что по пажу кубков в этой именно колоде, обратите внимание, молодой человек нам нарисован.
И он ищет, ну, говорят, вот вообще какая-то рогатина, но так предполагается, что это лоза. Кстати, колода новая, относительно современная, в наше время с вами создавалась. И любой скажет: да боже мой, 1000 способов найти эту воду. Но тем не менее, он убивает время, то есть он занят тем, непонятно чем. Вот и вам карта говорит. Ведь тут незрелость какая-то проходит, правда? Поэтому, ну вот с чем быть осторожным? Вам какие-то зрелые решения нужно принимать, и, может быть, какие-то важные диалоги. Может быть, какой-то вопрос решить, а на что-то решиться. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые близнецы. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши душевные комментарии, за то, что вы читаете мои публикации. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал, переходите на мой сайт, читайте мои публикации. Я все ссылки оставлю в описании под видео. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.